Мадагаскар. Республика Мадагаскар ранее известна как Малагасийская республика. Государственный язык – малагасийский и французский. Население – 21 миллион человек. Остров Мадагаскар является четвертым по величине островом на планете. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Эта республика стала независимой в 1960 году. До этого остров был французской колонией. На острове преобладают две религии – культ предков и христианство. Местные жители верят в собственного бога, благоухающего господина, и во множество духов, которым они приносили в жертву Зебу и Кору. Мадагаскар – небогатая страна. Основная часть населения зависит от натурального сельского хозяйства, основу которого составляет разведение крупного рогатого скота и выращивание риса. Первые жители Мадагаскара имели африканское и азиатское происхождение. Со временем здесь появилось 18 смешанных афроазиатских этнических групп. Азиатские особенности наиболее ярко проявляются у людей, населяющих горные местности страны, а жители прибрежной полосы имеют преимущественно африканские корни. Мадагаскар, остров в Индийском океане, лежит параллельно восточному берегу Африки, отделяясь от него Мозамбикским проливом. И хотя Мадагаскар отделен от материковой Африки узким проливом, это совсем другой мир. Более 90% живых существ, находящихся на острове, обитает только здесь. Более 130 миллионов лет назад континент Гондвана раскололся на части, в результате чего Мадагаскар вместе с Индостаном отошел от Африки. А уже после Мадагаскар отделился от Индии и так остался отдельным маленьким миром со своей уникальной флорой и фауной, расположившись почти на экваторе. Полусказочных вазимба, народ карликов, считали остатками некогда весьма распространенной на Мадагаскаре первобытной расой. Это мифологические существа, обитающие в малодоступных для человека частях острова. Предания гласят, что именно королевское малагасийское племя Мерина на высоком плато изгнала Вазимба с территории, которая затем стала именоваться Имерина. А Бухиманга, место резиденции мадагаскарских королей, до этого принадлежала Вазимба. Мальгашские легенды неизменно утверждают, когда наши предки пришли сюда, здесь жили маленькие люди. Они были необычайно сильны и свирепы. Наши предки вели с ними упорную борьбу и победили. И с тех пор мы стали жить там, где мы живем. А карлики скрылись в непроходимой чаще. Эти существа с головы до ног покрыты волосами и не уступают в проворстве зверям. Они умны, как люди, и необычайно сильны. Такую легенду рассказывают по всему Мадагаскару. Первые государственные образования на территории Мадагаскара возникли задолго до проникновения европейцев. Доколониальное общество Эмерины делилось на три сословия, не совсем верно иногда именуемых кастами. Это аристократы, простолюдины и рабы. Во главе стоял царь или царица из сословия аристократов. В современном обществе сохранилось разделение на светлокожих потомков свободных жителей, аристократов Эмерины, и темнокожих потомков рабов. Бухиманга – остатки королевского города, целый комплекс зданий, общественных мест, религиозных объектов и королевские усыпальницы. До наших дней сохранились стены, укрепленные ворота и рвы вокруг крепости. Примечателен столб, который поддерживает крышу в королевском доме. Он сделан из розового дерева. Как полагают ученые, для установления этого столба понадобилось бы 2000 рабов. Рядом с королевской усыпальницей находилось рукотворное озеро, вода которого поражала своей кристальной чистотой. Мадагаскар значительно отличается от всех остальных мест на Земле своим многообразием животного и растительного мира. На острове Мадагаскар есть мертвое озеро Тритрива, в котором вы не найдете ни одного живого существа. Еще одним из чудес острова считается каменный лес. Это место далеко не исследовано. Практически вся территория леса непроходима для человека. В мальгашских легендах есть рассказы о птице Рух. Эта птица была весом несколько сотен килограммов и могла подняться в воздух. В 1851 году было официально признано, что на острове водились гигантские птицы. Орнитологи не очень удивились, ибо еще несколько лет до этого Оуэн описал гигантскую птицу Моа из Новой Зеландии.
Мальгаши рассказывает, что гигантские птицы сейчас водятся в глухих углах острова. Животные на Мадагаскаре характеризуются родством с фауной Южной Америки и Индо-Малайского региона. Более того, они известны и на Антильских островах. Весь этот коктейль объясняется наличием когда-то огромного континента Гондваны. Среди типичных форм Мадагаскара – лемуры, отличающиеся от других приматов рядом анатомических признаков. Многие районы Мадагаскара еще совершенно не исследованы. На многих-многих гектарах леса могли бы выжить и гигантские лемуры.